2-3 дня и войне конец, режим дал заднюю по главным вопросам. Петр Мадьяр наносит новый удар по союзникам Орбана, но уже не только в Венгрии. Скандал может навредить еще одному другу Путина. Срыв договоренностей. Нетаньяху пошел против Трампа, перемирие осталось на бумаге. Пощечина для хозяина Кремля. В Вашингтоне приняли очередное решение. Огонь по представителям власти. Ветеран СВО перестрелял целую группу российских полицейских и скрылся. Впервые за долгое время Трамп отреагировал на удары России по Украине. Чистенькая из Чернобыльской зоны. Подчиненный диктатора раскрыл секрет производства. Об этих и других событиях к вечеру пятницы, 17 апреля. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Сделка с Ираном уже на выходных? Дональд Трамп намекает на близкую развязку. По мнению президента США, военная операция, которую он назвал маленьким приключением, и морская блокада США дали результат. Я скажу, что война с Ираном идет как по маслу. Мы можем делать все, что хотим, и она должна закончиться довольно скоро. Все было идеально, все идеально. Все дело в нашей мощи, в нашей армии. У нас самая мощная армия в мире. По словам Трампа, режим готов согласиться на самое важное требование. Очень важно, что у Ирана не будет ядерного оружия, и они согласились с этим. Иран согласился с этим и согласился очень решительно. Они согласились вернуть нам ядерную пыль. Она находится глубоко под землей из-за атаки, которую мы совершили с помощью бомбардировщиков Би-2. Деталей президент не предоставил, но, по его словам, мирное соглашение может быть заключено уже на этих выходных во время очередного раунда переговоров в столице Пакистана. Трамп допустил, что полетит в Исламабад лично. Как думаете, получится? Война на Ближнем Востоке начинает сказываться не только на ценах на нефть. Начались перебои с оружием. США уже уведомили европейских партнеров о возможных задержках поставок. По данным Reuters, речь о контрактах, которые уже подписаны, но еще не выполнены. Война с Ираном быстро съедает запасы. Дефицит ударит прежде всего по странам Балтии и Скандинавии, которые могут стать первыми жертвами возможной агрессии со стороны России. Особенно агентство обращает внимание на дефицит ракет-перехватчиков к патриотам. А если европейцы не смогут пополнить свои запасы, это отразится и на возможностях поделиться этим критически важным видом боеприпасов с Украиной. Радость была недолгой. Израиль продолжил обстреливать Ливан, несмотря на объявленное перемирие. По данным ливанских СМИ, артиллерия и пулеметы били по городам Аль-Хиам и Дбейбин на юге страны, а дроны атаковали район Бекаа. При этом накануне перемирие на 10 дней проанонсировал сам Дональд Трамп. Причем президент считает, что это только пролог к заключению более крепкого и длительного мира между соседями. С Ливаном это очень захватывающе. Я думаю, у нас будет сделка, у нас будет встреча впервые за 44 года. И Ливан встретится с Израилем, и они, вероятно, сделают это в Белом доме. Об историческом шансе на мир с Ливаном говорил в своем обращении и Биньямин Нетаньяху, но тут же заявил, что Цахал остаются на территории соседа. Это зона безопасности глубиной 10 километров, которая намного сильнее, мощнее, непрерывнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. По данным BBC, Цахал за несколько недель уничтожил как минимум почти 1500 зданий на границе с Ливаном. Это вывод на основе спутниковых снимков и видео. Причем это, скорее всего, не предел. Доступ к фото зоны боев ограничен, часть данных закрыта. То есть реальный масштаб разрушений может быть еще выше.
Новый венгерский лидер, которому удалось прервать 16-летнее правление Орбана, не остановился на раздаче пинков друзьям Путина в своей стране. Новый удар Петер Мадьяр нанес словацкому союзнику своего врага. Будущий премьер де-факто обвинил Виктора Орбана и Роберта Фица в тайной схеме. По его словам, Будапешт намеренно направлял нелегальных мигрантов к границе со Словакией. Цель – создать кризис и с его помощью дать Фица выиграть выборы на страхах избирателей. És ellentétben Orbán Viktorral nem fogunk kiengedni 2200. И в отличие от Виктора Орбана, мы не освободим 2200 окончательно осужденных торговцев людьми из венгерских тюрем. Мы не будем перевозить мигрантов через словацкую границу, если этого хочет наш словацкий социалистический друг в ходе предвыборной кампании. Мы говорим честно, и мы действительно хотим защитить нашу страну и Европу от нелегальной миграции. В Словакии после этих заявлений Мадьяра разразился скандал. Власти все отрицают, а оппозиция требует объяснений от правительства. Фица ничего не боится, и слова нового премьер-министра Венгрии подтверждают, на что способен премьер-министр Словакии, чтобы захватить и удержать власть. Это циничное злоупотребление вопросом безопасности для манипулирования общественностью и распространения страха. Граждане имеют право знать, сознательно ли их премьер-министр способствовал дестабилизации ситуации в стране только ради политических очков. Очередная звонкая оплеуха для Путина. США продлевают морскую изоляцию Кремля. Дональд Трамп запретил российским судам заходить в порты США. Формально это продление санкций, которые ввели еще при так нелюбимом нынешним президентом Джо Байдене после вторжения в Украину. Но теперь под ним есть и подпись Трампа. Ограничения будут действовать как минимум еще год. Под запрет попадают не только государственные суда, а вообще все связанные с Россией. Формулировка жесткая. Угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Ветераны СВО возвращаются домой, но продолжают стрелять. Раньше их жертвами становились преимущественно гражданские, но теперь огонь открывают по представителям власти. В Оренбургской области России разыгралась сцена, как из первой части фильмов о Рэмбо. В Акермановке 51-летний участник агрессии против Украины открыл огонь уже по российским полицейским. Один сотрудник погиб, 3 ранены и находятся в тяжелом состоянии. Нападавший Сергей Басалаев был в федеральном розыске и стрелял из автомата. После атаки сибирский Рэмбо скрылся на грузовике. Его ищут. Возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь силовиков. За что именно его разыскивали, официально не раскрывается. Тем временем коллеги этого бандита продолжают бомбить Украину. Утром захватчики ударили по Днепру 5-й день подряд. Повреждено транспортное предприятие. Начался пожар. В Чернигове снова ударили по критической инфраструктуре. Без света остались около 6 тысяч человек. Всего Россия только ночью выпустила более 170 дронов и баллистическую ракету. Впервые за долгое время на эти обстрелы отреагировал Дональд Трамп. На вопрос журналистов об ударах по Киеву, Одессе и Днепру, которые были осуществлены накануне, президент США сказал, что это ужасно. Где выращивают знаменитые белорусские креветки, не скажем, но стало известно, где власти ведут организованный промышленный лов рыбы в зоне отчуждения, образовавшейся после Чернобыльской аварии. Об этом не проболтался, а прямо с гордостью заявил директор Полесского радиационно-экологического заповедника Алексей Тишковец. Речь о реке Припять. Она буквально кишит рыбой. До 30 тонн рыбы мы ежегодно ловим. Протяженность реки Припять около 72 километров по территории заповедника. Сейчас, пока идет нерест, рыболовный промысел на паузе, а в мае наша бригада приступит к ловле. Рыба в Припяти чистая, ловим только на реке. Не заходим в Старицы и так далее. Рыбка чистенькая, аж светится. Простите, это я уже не удержался. Мне кажется, любым заявлениям чиновников Беларуси можно доверять. Так же, как отчетам Центра избиркома о победах Лукашенко. По словам чиновника, уловы бывают внушительные. За одну ночь сотни килограммов сомов. Попадаются щука, лещ, толстолобик. Самый яркий случай — сом весом около 50 килограммов. Его пришлось нести 4 людям.
Сначала рост, потом полет вниз. Неутешительные прогнозы озвучил Евростат. По оценкам ведомства, население ЕС до конца века сократится почти на 12%. Это примерно минус 53 миллиона человек. Правда, сначала будет небольшой рост. Пик ожидается к 2029 году, а дальше долгий спад. Причина простая. Люди просто не рожают. В среднем, если можно так выразиться, около 1,3 ребенка на женщину. Это намного ниже уровня, при котором население хотя бы не уменьшается. При этом доля пожилых резко вырастет, особенно людей старше 80 лет. Последствия уже очевидны. Во Франции смертность впервые превысила рождаемость со времен Второй мировой. Школы пустеют, рабочих рук становится меньше. Старый континент стареет уже в другом смысле, и это бьет по экономике, пенсиям и будущему всего региона. Как идут переговоры США и Ирана, и кто в них участвует, завесу впервые приоткрыл один из соратников Трампа, сенатор Линдси Грэм. В интервью телеканалу Fox News влиятельный республиканец поделился впечатляющими подробностями. Президент Трамп – наш человек. Он ведет переговоры лично. Несколько дней назад он говорил с ними по телефону, и разговор принял достаточно напряженный оборот. Настолько, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в свои игры. У него даже пропал голос. Я бы не хотел быть тем иранцем, который находился на другом конце провода. Вот такой мастер-класс от мастера заключать сделки. Как думаете, когда-нибудь Дональд поговорит подобным образом с представителями другого кровавого режима? Например, в Москве. Москва повышает ставки и объявляет список целей в Европе. США выводят войска. Европейские страны, члены НАТО, ожидают первого российского десанта. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.